Всем привет, ребята! Добро пожаловать в Каир! Здесь я буду находиться целые сутки, поэтому обязательно вам покажу все интересное. Я приехала сюда вчера вечером, и сейчас мы только что прилетели в Каир, и сразу же нас встретил вот такой конвой во главе с полицией. К сожалению, именно из аэропорта туристам нельзя добираться самостоятельно. И также нужен отрицательный тест на COVID для въезда, не старше 72 часов. И первое место, куда мы с вами отправляемся, это, конечно, исторический музей Каира. Музей открыт в 1902 году и расположен на площади Тахрир. Однако часть коллекции из этого музея уже переехала в Большой египетский музей, который находится прямо возле пирамид. При входе стоят несколько обелисков и скульптур. Входной билет в музей стоит 200 египетских фунтов. Прямо при входе в музей нас встречает статуя Рамзеса II. Здесь как раз снизу закодировано его имя. Также здесь представлен бюст известного ученого и основателя египтологии Жана Шампильона. Как раз именно он расшифровал многие египетские символы, и благодаря ему стали доступны многие загадки фараонов. Данная доска является копией, а оригинал хранится в Великобритании. Также в музее можно посмотреть на стол для бальзамирования. Как раз вот в эту чашу стекала кровь. И, конечно, очень большое количество саркофагов здесь представлено. Они здесь совершенно разных размеров, потому что они, как матрешки, вкладывались друг в друга. Фараоны очень большое количество вещей брали с собой в загробный мир. Вот такая кровать, здесь утварь и также зеркало. Здесь также представлена скульптура юного Тутанхамона, который правил в XIV веке до нашей эры. А в этом зале находятся саркофаги и ковчеги, в которые была помещена мумия Тутанхамона. И сейчас мы с вами уже находимся в другой точке, это пирс. И сейчас мы будем с вами арендовывать кораблик. Корабль стоит $60–70, можно прокатиться под парусом. Мы будем сегодня кататься по великой реке Нил, но сначала нам нужно будет стартовать от берега, и наш капитан сейчас нам в этом поможет. К сожалению, очень много ила. В основном здесь на берегах Нила находится элитная недвижимость и, конечно, дорогие отели. В целом район очень даже не бюджетный. Вся прогулка по Нилу занимает около 40 минут. Если вы хотите увидеть реальную интересную жизнь Нила, то, конечно, нужно брать круиз. Круизы сейчас очень дорогие, все из-за пандемии, количество мест ограничено. Если встать на мыс корабля, вид открывается просто сказочный. Такая свобода, ребят, это просто нечто. Кстати, интересный факт. Пирамиды Гизы здесь расположены совсем недалеко от города. Расположены они с западного берега Нила, в долине мертвых, в долине царей. Ну а с восточного берега в основном расположены жилые здания. Но на текущий момент Каир так разросся, что здания есть уже по обеим сторонам Нила. Сейчас пока едем, вот здесь у нас Министерство иностранных дел, и прямо рядышком расположено здание телевидения. И сейчас мы с вами направляемся в старый город, но сзади меня новый город, и, как видите, он тоже полуразрушен. Вот он, египетский котик. В старом городе расположено огромное количество церквей, есть и очень интересные. Сейчас в те, которые можно будет зайти, обязательно с вами зайдем. Здесь деревянная дверь, вот это уже, конечно, реставрация, а вот это настоящая. Интересно, что в стенах старого города зашиты небольшие кусочки дерева. Это как своеобразный амортизатор для того, чтобы при землетрясениях не разрушались стены.
Первое место, которое мы посетим с вами в старом городе, это будет церковь Сергиуса и Бахуса. Церковь была построена в 500 году нашей эры и является самой старой коптской церковью, которая находится здесь, в Каире. Интерес этой церкви еще и в том, что расположена она сверху пещеры, в которой, по преданию, укрывалось святое семейство после побега из Палестины. Потолок здесь выполнен в виде ковчега, а над алтарем расположен двойной купол. Первое место, которое мы с вами нашли, не спускаясь в пещеру, это вот этот колодец. Отсюда как раз пили Дева Мария и Иисус. И в этой же церкви находится пещера, где находилось святое семейство целых 3 месяца. И сейчас мы как раз спустимся вниз. Изначально это была обычная пещера. Но в итоге здесь сделали также небольшую церковь. К сожалению, совсем недавно еще сюда попасть нельзя было, потому что здесь была проблема подземных вод, и периодически это место затапливало. Но сейчас сюда можно попасть, и попасть сюда можно бесплатно. И мы сейчас с вами направляемся в церковь Святой Варвары. На текущий момент она является самой большой христианской церковью в Египте. Особый интерес здесь представляет резной иконостас, выполненный в XIII веке с элементами слоновой кости, и также потолок, который выполнен в виде ковчега. Гулять по старому городу безумно интересно. К сожалению, большинство зданий уже нельзя посетить, и они немного разрушены. Надеюсь, что реконструкция дойдет и до них. Но в целом церкви, кроме синагоги, все открыты, и все они бесплатны для посещения. Также прямо рядышком здесь расположена Вавилонская крепость. К сожалению, солнце светит прямо на меня, но надеюсь, что немного видно. Еще одна церковь старого города здесь – это церковь Святого Георгия. И, кстати говоря, это единственная католическая церковь здесь. Давайте попробуем зайти туда. Со смотровой площадки открывается достаточно неплохой вид на город. И как раз видно вот эти вот руины, я бы сказала, и дома, которые не покрашены. Потому что с официальной улицы, с главной улицы, сейчас фасады в основном немного подкрасили. И вот снизу как раз это метро местное. Местное метро где-то на 70-75% под землей, все остальное наземное. Вход в церковь, конечно, в маске. Интересно, что в этой католической церкви присутствуют также и масонские символы, например, вот это всевидящее око. И последняя церковь, в которую мы с вами зайдем, это церковь Святой Девы Марии. Прямо со входа видно, что церковь невероятная. И здесь большое количество мозаики. Когда будете заходить сюда, обязательно ее не пропустите. Эта церковь также называется висячей церковью. Если вы приглядитесь, то в полу, там вот далеко, есть как раз камешек. И на этом камне основан был Вавилон. И как раз есть такое поверье, что эта церковь стоит на одном камне. Также здесь есть еще одна очень интересная икона, которая по виду очень сильно напоминает картину «Монна Лиза». Если пройти немного вглубь церкви, то вы обязательно увидите вот такую фреску. Эта фреска датируется IV веком. Здесь, если посмотреть вниз, ощущение, как будто нет основания. Давайте сейчас заглянем в окно, потому что из окна тоже открывается просто удивительный вид. Сейчас мы как раз проезжаем центр города. Это площадь Тахрир. И сейчас мы с вами направляемся к мечети и затем едем к знаменитым пирамидам Гизы. И следующее место, куда мы с вами добрались, это Каирская цитадель и крепость Саладина. Сзади вид тоже нереальный. Здесь как раз расположена часть крепости и виадук. И могу сказать, что как раз здесь также расположен и город мусорщиков. Здесь люди вручную перерабатывают все отходы. По стоимости за одного человека 180 местных фунтов. И если вы предъявите студенческий, то можно договориться за 90. Красиво вырезано дерево. На дереве написана надпись «Аллах». И сейчас мы с вами направляемся в мечеть Мухаммеда Али.
Она расположена прямо на возвышении в крепости. Эта мечеть была построена в XIX веке, облицована она алебастром, и поэтому также получила другое название – алебастровая мечеть. Здание очень величественное и большое, один только купол высотой 52 метра и диаметром 21 метр. Также я советую вам, если вы окажетесь здесь, обязательно выйдите еще и во внутренний двор мечети, потому что виды здесь действительно великолепные. Во внутреннем дворе мечети также расположены часы. Эти часы сейчас находятся как раз за зеленой тканью, они находятся на реставрации. Но интересный факт, эти часы подарил французский король Египту и обменяли его на обелиск, который сейчас во Франции как раз установлен. Но, к сожалению, эти часы не ходили ни одного дня. Вот такая история обмана. Также отсюда со смотровой площадки открывается просто фантастический вид на Каир. К сожалению, сегодня погода не очень хорошая, поэтому пирамид не видно. Но если у вас не будет тумана, то вы обязательно увидите прямо с этой смотровой площадки пирамиды, видны мечети. И вообще в целом, конечно, город виден как на ладони. И следующая точка нашего путешествия – это пирамиды. А вот и легендарное каирское движение. Как мы сейчас будем разъезжаться, это вообще вопрос. Так, мастер. Вот это я понимаю. Трафик. Täällä Semantouduthan mä se koimusen horroa. Мотоциклисты не пропускают. Прекрасная улица. И вот сейчас я восхищена, что мы не поцарапались. И сейчас мы с вами уже направляемся к пирамидам. Туристов очень и очень много, очереди действительно большие. И первая пирамида, которую мы с вами встречаем, это, конечно, пирамида Хеопса. Пирамиду Хеопса очень легко узнать, у нее немного скошенный верх. Это все потому, что облицовку от этой пирамиды в свое время разобрали. И разобрали ее на мечети и другие обычные гражданские здания. А сзади этой пирамиды виднеется как раз пирамида Хефрена. Что касается цены за вход, стоит это всего 200 египетских фунтов. Но если вы хотите зайти именно внутрь пирамиды, то это будет стоить еще 400 египетских фунтов с каждого. Если честно, конечно, историю я знаю плохо, но гид нам рассказал, что когда эту пирамиду решили разграбить, то, конечно, сделали взрыв. Но, как оказалось, пирамиду уже разграбили до этих людей. Вот эта дырка в пирамиде, которая является сейчас входом в пирамиду, это дырка от взрыва. Вот в таком виде пирамида сейчас предстает перед нами. Один из самых распространенных разводов здесь возле пирамиды – это к вам подходят, завязывают вам, например, шарфик Арафатка. Сначала говорят, что это вроде как бесплатно, потом вы фотографируетесь в этом шарфике, а потом с вас берут деньги. И если вы не платите, то тогда у вас эти деньги могут отобрать. Подняться ко входу все равно можно, и мы сейчас сделаем это вместе с вами. Для детей, конечно, если они одни, это не очень безопасно. Как видите, здесь постоянно свистят, все потому что забираются на вот эти камни, которые уже не являются лестницей. Давайте с вами подойдем, потрогаем пирамиду. Состоит она из такого практически известняка. И следующая пирамида, которая немного сейчас в дымке, но мы подойдем немножко поближе к ней, это пирамида Хефрена. И здесь прямо рядышком расположена гробница для знати фараонов. И вход обязательно на север, потому что сверху расположена полярная звезда. Сейчас я немного переместилась, и я уже нахожусь за пирамидой Хефрена. И, кстати говоря, отсюда открывается вид прямо на 3 пирамиды. Здесь Хеопса, Хефрена и вот здесь вот маленькая одна пирамидка. И если чуть-чуть сюда посмотреть, то здесь находится пирамида Микерена. И за ней еще 2 небольшие пирамиды. Итого 6 пирамид
можно насчитать прямо с этой точки. И сейчас подошли поближе к пирамиде Микерена. Осталась частично гранитная отделка. Как видите, с одной стороны она есть, а вот туда дальше уже остались одни камни. Ну и, собственно, дыра от взрыва, как и в остальных пирамидах. И последнее место, куда мы с вами направляемся, это, конечно, статуя Сфинкса. Пойдемте. И последняя точка на сегодня, с которой мы обязательно с вами должны снять пирамиды, это, конечно, у Сфинкса. Но от Сфинкса надо немного подальше отойти, и тогда у вас будет и Сфинкс, и еще 4 пирамиды прямо в кадре. Сейчас подходим уже к Сфинксу, и здесь немного видно кладку. Раньше, до того, как она была раздроблена, конечно, очень и очень швы плотно друг к дружке прилегали. И вот, наконец-таки, я и пробралась через толпу людей, и вот он, Сфинкс. Кстати говоря, отсюда тоже открывается, с этой точки, еще вид на 2 дополнительные пирамиды. Интересно, что на голове у Сфинкса сейчас собрано большое количество птиц. Они сидят как вкопанные. Такое ощущение, как будто они там вообще уснули. Освещение просто невероятное вечером. И сейчас, когда пыталась обойти Сфинкса, поняла, что здесь у него есть еще и хвостик. Обычно на фотографиях его нет. И это интересно. К сожалению, полностью обойти его нельзя, потому что здесь перекрыта дорога. И на этом мое путешествие по Каиру подошло к концу. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Город действительно удивительный и потрясающий, потому что здесь есть одно из 7 чудес света. Здесь есть что посмотреть. И, конечно, с культурной точки зрения можно очень быстро обогатиться даже за один день. Я вам желаю отличных путешествий. Если вам понравилось это видео, не забудьте его оценить лайком. Обязательно подписывайтесь на канал. Всем до скорых встреч. Всем пока-пока.